Привет! Добро пожаловать на канал Вязание крючком. В этом видео покажу, как связать носки. Обязательно подпишитесь на канал, впереди много полезного и интересного. Носочки я буду вязать из остатков пряжи. Это у меня пехорка, детская новинка, 100% акрил. Ниточка тоненькая, поэтому я буду вязать носочки в 2 ниточки. Крючок буду использовать номер 3,5. Резинку буду делать широкую. Носочки буду вязать на взрослого человека. Буду вязать английскую резинку. Как вяжется английская резинка, у меня есть отдельное видео, ссылочку оставлю в описании. Мне необходимо набрать 26 воздушных петелек. Для резиночки я набрала цепочку из 26 воздушных петелек, делаю 1 воздушную петлю подъема и со второй петли начинаю вязание столбиками без накида. Я провязала первый ряд столбиками без накида. Это будет у меня высота резиночки. Высота резиночки будет 13 сантиметров. Приступаем к вязанию второго ряда. Делаем 1 воздушную петлю подъема. Вот здесь вот у нас есть еще 1 петелька. Мы провязали 2 ряда. Делаем 1 воздушную петлю подъема и приступаем к вязанию следующего ряда. И все последующие рядочки вяжутся точно так же. Нам сейчас нужно связать резинку. Если вот это вот у нас будет высота резинки, значит вот сюда мы вяжем ее ширину. Ширина резинки должна быть равна ножке, то есть ширине голяшки, то есть она должна обхватить голяшку.
Вот я связала нужную мне ширину. То есть если я приложу к голяшке в обхват резиночку, то она как раз у меня будет стык в стык по ножке. Вот таким вот образом. Вот сюда вот должна проходить ножка. То есть болтаться на ноге резиночка не должна, она просто должна быть плотненько обхвачена быть. У меня получилось по ширине 19 сантиметров. Теперь мы будем соединять резиночку следующим образом. Вот у нас есть петельки. И вот с этой стороны тоже есть петелечки. Будем брать за заднюю стеночку и провязывать соединительные столбики. Вот здесь за заднюю стеночку. И вот так вот за петелечку. Она же задняя стеночка получается. И будем провязывать соединительные столбики. Вот заднюю стеночку берем, захватываем. И вот здесь захватываем петелечку, половинку. И провязываем соединительной петелечкой. Заднюю стеночку. Вот у нас половиночка петельки. И соединительной петелькой провязываем. И так до конца нам нужно соединить резиночку. Я соединила резиночку. Теперь выворачиваем ее. Вот это у нас будет лицевая сторона. Шовчика практически не видно. Далее сделаем одну воздушную петлю. Я ее помечу ниточкой другого цвета. Вы можете это сделать маркером. Мы это делаем для того, чтобы не потерять начало нашего ряда. И теперь будем набирать петельки, вязать столбики без накида в каждый рядочек. Вот вертикальный, вот есть косичка, есть впадинка, косичка, впадинка. И вот в каждый рядочек нам нужно провязать сейчас столбики без накида. Я сюда отодвину наш маркер, ниточку. Вот в каждый рядочек нам нужно провязывать столбик без накида. Косичку теперь.
Провяжем так до нашей маркировочной ниточки. Довязали рядочек до конца. Ниточку мы вдевали в воздушную петельку. Теперь за эту воздушную петельку делаем соединительную петельку. Ниточку берем. Вот так мы провязали один рядочек столбиками без накида. Далее нам нужно точно так же по кругу провязать еще 6 рядочков столбиками без накида. Сделаем одну петлю воздушную, петлю подъема. Я ее также помечу маркировочной ниточкой, чтобы мне ее потом не потерять. Теперь в каждую петельку по одному столбику без накида провяжем по кругу 7 рядочков. Здесь мы уже берем не за заднюю стеночку петельки, а полностью за петельку. Провяжем так 7 рядочков. Каждый раз, когда мы будем доходить до начала ряда, до начала нашей маркировочной ниточки, будем в эту петельку провязывать соединительную петельку, делать одну воздушную петлю для подъема и вязать следующий ряд. Я провязала 7 рядочков. Вот что получилось. У меня здесь 44 петельки, то есть это ровно столько же, сколько я вязала рядочков в резинке. И после того, как мы набрали петельки в каждый рядочек резинки, получилось 44 петелечки. Это должно совпадать. Теперь приступаем к вязанию пяточки. Сейчас мы будем провязывать вот эту вот часть, вот эту трогать не будем пока что. И 44 пополам у меня получается 22. То есть я сейчас буду провязывать 22 столбика в эту сторону и обратно. И так мне нужно будет провязать 7 рядочков. Получается, у меня половина уже провязана, 11 столбиков. Сейчас провязываю 11 столбиков в эту сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Теперь возвращаемся обратно и провязываем 22 столбика без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и возвращаемся обратно. Тоже вяжем 22 столбика без накида. И таким образом нам нужно провязать 7 рядочков. Один уже провязан, еще 6. Я провязала 7 рядочков. Теперь приступим к закруглению нашей пяточки. Для этого нужно количество петелек вот здесь вот разделить на 3 части. У меня здесь получается 22 петельки. Если я разделю на 3 части, то у меня получится 7, 7 и в серединке 8. Сделаем одну воздушную петлю, переворачиваем. По краям у нас будет по 7 петелек, а в серединке центральная часть у нас будет 8 петелек. Теперь нам нужно вот эту часть провязать соединительными столбиками. 7 петелек соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее будем вязать серединку пяточки. Здесь у нас 8 петелек. Будем вязать столбиками без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Здесь у нас боковая часть. Осталось 7 петелек. Мы разворачиваем вязание. Нам нужно сейчас связать серединку пяточки. Пропускаем вот эту вот петелечку. И теперь вяжем серединку 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее нам нужно сделать закругление. В следующую петельку продеваем крючок, захватываем ниточку, не провязываем ее. В следующую петельку опять продеваем крючок, захватываем ниточку, на крючке 3 петельки, провязываем их вместе, переворачиваем носочек. Далее вот эту вот петельку первую пропускаем и со следующей вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 7. Делаем закругление с этой стороны. Продеваем крючок в петельку, вытаскиваем рабочую ниточку, не провязываем ее. В следующую петельку захватываем ниточку, 3 петельки на крючке, провязываем вместе. Поворачиваем носочек. Первую петельку пропускаем. Вот с этой петельки вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем закругление пяточки. В следующую петелечку продеваем крючок, захватываем ниточку, не провязываем. В следующую петельку продеваем крючок, захватываем ниточку, 3 петельки на крючке, провязываем вместе. Разворачиваем носочек. Вот с этой петельки начинаем вязать 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем закругление. Продеваем в петельку крючок, вытаскиваем ниточку, продеваем в следующую петельку крючок, вытаскиваем ниточку, 3 петельки на крючке, провязываем вместе. Разворачиваем носочек. Со второй петелечки вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Продолжаем делать закругление пяточки. Вот у нас идет следующая петелька. Продеваем крючок, захватываем ниточку. Следующую петельку продеваем крючок, захватываем ниточку. Три петельки провязываем вместе. Разворачиваем носочек. Со второй петельки вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Продолжаем закруглять. Вот у нас петелька. Захватываем ниточку, не провязывая.
И следующую петельку захватываем ниточку, 3 петельки на крючке провязываем вместе. Разворачиваем носочек. Со второй петелечки вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот у нас осталось здесь 2 последние петельки. Захватываем ниточку, не провязываем, и в последнюю петелечку захватываем ниточку, три петельки на крючке провязываем вместе. Поворачиваем вязание. Со второй петельки вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. С этой стороны у нас тоже осталось 2 петельки. Продеваем крючок, захватываем ниточку, в последнюю петельку продеваем крючок, захватываем ниточку и 3 петельки на крючке провязываем вместе. Мы закрыли петельки со всех сторон, закруглили пяточку. Вот она у нас какая получилась. Вот такая вот пяточка. Далее будем продолжать вязание по кругу. Разворачиваем носочек и вяжем столбики без накида. Теперь вот здесь вот каждый рядочек мы должны тоже провязать столбик без накида. Каждый рядочек. Вот в этих вот уголочках будем делать убавления. Провязывать столбики без накида с одной вершинкой. Продеваем крючок, захватываем ниточку, следующую петелечку захватываем ниточку
3 петельки на крючке провязываем вместе. Дальше вяжем столбики без накида до следующего уголочка. Теперь делаем в этом уголочке убавление. Продеваем ниточку, вторую ниточку и провязываем вместе. И далее вяжем столбики без накида. Мы дошли до следующего уголочка. Делаем убавление, захватываем ниточку. Следующую петельку захватываем ниточку. И 3 петельки на крючке провязываем вместе. И далее продолжаем вязать по кругу столбики без накида. Такие убавления в уголочках нужно делать до тех пор, пока вот это общее количество петелек не будет равно 44. У меня 44. То есть это равно тому количеству петелек, которые мы набирали вот здесь вот. Вот здесь вот. Мы вязали первый ряд столбиками без накида, и у нас здесь было 44 петельки. Я сделала убавление в уголочках до нужного мне количества петель. Теперь продолжаем вязание по кругу столбиками без накида в каждую петельку. Продолжаем далее так вязать столбиками без накида в каждую петельку до начала основания большого пальчика. Я провязала до начала большого пальчика. Так как носочек вяжется у меня на взрослого человека, до серединки пяточки, вот до сюда, у меня получилось 15 сантиметров. Далее приступим к вязанию мысика, то есть окончанию носочка. После убавлений, которые я вот здесь вот делала, у меня получилось 36 петелек. То есть я их побольше вот здесь вот убрала, так как ножка узенькая. Теперь эти 36 петелек нужно разделить на 4 части. Получается в данном случае по 9 петелек. То есть это будет 4 отрезка по 9 петелек. 1, 2, 3 и 4. Сейчас необходимо пометить начальную петельку. Это можно сделать либо маркером, либо ниточкой другого цвета. Я это сделаю ниточкой другого цвета. Вот таким вот образом. Провяжем 7 столбиков без накида, а 8 и 9 петельку будем делать убавлением. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь 8 петельку захватываем за переднюю половинку, 9 петельку захватываем за половинку, провязываем эти две половинки вместе
и 2 петельки на крючке провязываем вместе. Мы сделали убавление одной петельки. Далее провязываем следующий отрезочек из 9 петелек. То есть 7 столбиков вяжем без накида, в 8 и 9 петелечку делаем убавление. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В 8 и 9 петельку делаем убавление. Берем переднюю стеночку 8 петельки и переднюю стеночку 9 петельки. 2 эти петельки провязываем вместе и 2 петельки на крючке провязываем вместе. Приступаем к вязанию третьего отрезочка из 9 петелек. Вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в 8 и 9 петелечку делаем убавление за переднюю стеночку и за переднюю стеночку. 2 вместе и еще 2 вместе. Приступаем к вязанию следующего, последнего отрезочка. Провязываем 7 столбиков без накида. В 8 и 9 петелечки делаем убавление за переднюю стеночку 8 петельки и за переднюю стеночку 9 петельки. Провязываем эти 2 полупетельки вместе и 2 петельки на крючке провязываем вместе. Мы сделали убавление первого ряда. В этом рядочке мы убавили 4 петельки. Теперь у нас осталось 32 петельки. 32 делим на 4, получается по 8. И теперь у нас отрезочки состоят из 8 петелек. 4 отрезочка по 8 петелек. Продолжаем убавлять точно так же, только сейчас мы будем вязать 6 столбиков без накида, а в 7 и 8 петельку будем делать убавление. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 и 8 петельку убавляем за половинку, следующую за половинку, 2 провязываем и 2 провязываем. Сейчас ниточку маркировочную подниму на рядочек выше и продолжаем вязать далее с убавлением. Провязываем следующий отрезочек 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 и 8 петельку убавляем. Провязываем в таком же порядке до
конца ряда, то есть до маркировочной ниточки. В этом рядочке мы убавили еще 4 петельки. У нас осталось 28 петелек. Теперь у нас отрезочки составляют по 7 петелек. Далее будем провязывать по 5 столбиков без накида, а 6 и 7 петельку будем убавлять. Так провяжем до конца ряда и вернемся к маркировочной ниточке. В этом рядочке мы еще убавили 4 петельки. И далее продолжаем точно так же. В этом рядочке будем вязать не 5 столбиков без накида и 6 и 7 петельку убавлять, а будем вязать 4 столбика без накида, а в 5 и 6 петельку будем делать убавление. И так будем продолжать вязать каждый ряд, убавляя каждый отрезочек на 1 петельку. Мне осталось убавить последние 2 петелечки. И все. Получается, мысик мы вязать закончили. Отрезаем ниточку. Вытягиваем. Подтягиваем узелочек. У нас получился вот такой вот замечательный носочек. Осталось спрятать только вот эти вот хвостики крючком на обратную сторону. И все. Носок готов. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!